Снова здравствуйте, друзья! Вы на канале SuperDZ FIFA. И перед тем, как мы начнем нашу программу по карьере за московский Спартак в игре FIFA 18, я скажу, что приближается релиз FIFA 21, то есть для обладателей Champions Ultimate Edition, то есть для меня я предзаказал Champions Edition. И выйдет для меня эта игра 6 октября. Вот для обладателей стандартной версии нужно потерпеть, потому что 9 октября это практически ничего для всех вас, дорогие друзья. Но я приобрел, точнее предзаказал версию Champions Edition FIFA 21. И, соответственно, скоро грядут большие изменения на нашем канале. Так что я думаю, что все еще впереди. Ну вот у нас достаточно все быстро запустилось. Давайте посмотрим, что у нас по расписанию групповой стадии. В первом туре мы играем против Стоук-Сити, далее против Герты. И далее мы играем против Майнца, поскольку мы играем в группе со Стоук-Сити, Гертой и Майнцем. А вот Кёльн, Бордо, Медиполь, Башак-Шехир и Уотфорд играют в своей группе. Ну что ж, вот вы видите главного арбитра, и сейчас будет интереснейшая история. Погнали! Вот есть те, которые ушли из клуба. Вот Зелимхан Бакаев, вот Хани. Значит, сейчас вы видите состав Спартака. Думаю, вы все прекрасно его знаете. И вот состав Стоук-Сити. Вы видите его на своих экранах внизу. Пересказывать я его не стану. Камбаров, Шакири. Самое главное не вмешаться в эту борьбу. Не вмешиваться никуда. И все-таки надо легко справиться с этими игроками. Надо посправляться сейчас. Кэмпбелл. Аверьев. Аверкиев, простите. Если кто не слышал этого игрока, он играл за молодежку. Нам понадобится пауза, чтобы все это подправить, между прочим. Итак, мы продолжаем нашу программу. Посмотрите удар Кэмпбелла. Посмотрите, как недоволен Немили. И в итоге не дал арбитр пенальти. Вадим Аверкиев. Что-то я неудачно написал букву М. Вадим Аверкиев. Короче, ладно, не будем опираться. А у нас Хани будет подавать падение, между прочим, в штрафной площади. Интересно, значит ли это за это арбитр пенальти? Максимович. Мили. И Кэмерон легко и просто справляется со своим соперником. А это Зелимхан Бакаев. Камбаров с лету неудачно. Вспомните, кстати, тот момент, когда Спартак выбирался из ситуации в обороне, и тогда приходилось такими темпами выбивать мяч в чужую штрафную с помощью удара от ворота и потом дать его точно в ноги нападающему. Вот как мы Джорданом Ларсеном такая была история. Такая сложилась история. Петр Роша, удар, гол! 1. Пока. 1-0 в пользу Спартака. Делает это Петр Роша. И пришли поздравлять Хани. И вот трибуна Стоук-Сити недовольствует. И в итоге первый тайм завершен со счетом 1-0 в пользу Спартака. Вот трибуны Стоук-Сити, гостевая трибуна, я имею в виду. И вот, пожалуйста. Вот вы видите игроков Спартака, возвращающихся в трибунное помещение, в раздевалке. Что же, Кёльн, Бордо 1-1, Герта, Майнц 1-2. Медиполь, Башак-Шехир, Уотфорд 2-0. Башак-Шехир обыгрывает Уотфорд с более таким некрупным счетом. На арене Ауфшальке проходит эта встреча. И мы продолжаем игру. Замен пока мы не видим. Если вдруг какие-то будут изменения, мы тоже вам сообщим.
Чили Кэмпбелл. Выбраться из этой ситуации. Отбор за Дюфом. Ой-ой-ой, опасный момент. У Стоук-Сити первый опасный причем момент. Не будем пока никого менять. Дальше, я думаю, будет поинтереснее. Дмитрий Камбаров. Опять Рошу. И вот Миронов пытался иметь реальнейший шанс отличиться в первом своем матче. Но это предсезонная подготовка. Я уже говорил не раз в своих предыдущих выпусках. Карьера за многие клубы. Предсезонная подготовка что дает? Дает подготовку к сезону. К футбольному сезону. И закрыть какие-то позиции для того, чтобы произвести кое-какие трансферы. То есть, если дефицит на амплуа любого клуба соизмеримо, то все-таки надо покупать игрока, у которого дефицит амплуа намного выше. Роша не справляется с ним. Соперник и тут же зарабатывает там Спартак. Садио Бераиньо вместо Эрика Максима Шопа-Мутина, 9 на место 10. А соответственно, у Стоук-Сити будет реальнейший шанс сравнять счет в этой встрече. Роша на Зелимхана Бакаева перелетает мимо всех мяч. Ой-ой-ой. Вот так вот заканчивается первый тур группового этапа предсезонной подготовки между Спартаком и Стоук-Сити. Победа за Спартаком 1-0. Вот тот самый гол Петра Роши, который мы с вами должны увидеть. Прострел низом от Нимели, и Петр Роша легко взял свое преимущество. Давайте посмотрим, кто у нас по рейтингу стал лучшим. Петр Роша 9,3 балла, Зелимхан Бакаев 7,1. Все остальные, если мы учитываем, кто лучше сыграл у Стоук-Сити, лучше всех сыграл, как мне кажется, Шоу-Кросс. Кэмерон был практически наравне с ним, но не достал его. Челлендж Ачири и Соренсен получили соответствующие оценки 7 баллов. 6,2 у Шопа-Мутина. И то он не выдал хорошего матча. А мы продолжаем. И вот Кёльн Бордо 1-1. Герта Майнц 2-3. И Башак Шехир Уотфорд 4-0. Вот как обыгрывает турецкая команда английскую. Ну что ж, друзья. Я надеюсь, вы увидели нашу программу по карьере за московский Спартак. Уже первый эпизод, предыдущий был пилотным. А с вами мы прощаемся на этом. С вами был Супер Дизайт FIFA. Любите футбол так же, как люблю и я. До новых встреч. Пока.